please follow me with the English subtitles on YouTube. И сегодня мы на уроке посмотрим одну очень важную штуку. Движение правой рукой вниз из открытой позиции. То есть мы будем начинать с такого положения руки внутри позиции и двигаться вниз, то есть закрывать пальцы в зависимости от того, что нам будет подсказывать минусовка. И первое упражнение, для которого мы возьмем минусовку из альбома Theremin 101 на портале Bandcamp на странице Олеся Ростовская. Оно нумеровано L051. То есть первое упражнение для 5-го урока, для сегодняшнего. Как раз помогает нам такой скилл отработать. Поехали. Настроечная нота, которую я ищу в таком положении. Постепенное движение вниз. Минусовочка нам аккомпанирует чуть-чуть. Снова двигаемся вниз. И все внутри одной позиции. И так продолжаем до самого низа. Сколько нам подскажет минусовка? Для следующего упражнения нам нужно заранее продумать все движения руки. Мы будем играть арпеджио с верхнего звука аккорда до низу. Не заморачивайтесь, если вы не знаете, что такое арпеджио, просто следуйте за минусовкой. И все происходящее внутри одной позиции у нас будет охватывать целую октаву. Раньше мы с вами так далеко не заходили. С чего мы начнем? С того, что мы поищем октавку, просто еще без аккомпанемента. И запомним, в каком положении у нас рука открыта, когда верхняя нота. Вот основная нотка. Вот открытая рука на октаву выше. И вот с такого положения это упражнение мы и начнем, для того, чтобы к концу, к нижней ноте арпеджио прийти в базовую ноту. Поехали. Сюрприз. И возвращаемся. Опять вернулись в такое открытое положение. Меняем позицию. Следуем за минусовкой.
так до самого низу. Сегодняшняя пьеса называется «Space Music Nostalgie». В ней сочетаются и космические образы, и лирическая мелодия. Все, как мы любим. И в ней нам пригодятся наши новые навыки, умение играть из открытого положения внутри позиции. Давайте посмотрим мелодию этой пьесы без аккомпанемента. Ставлю руку на настроечную ноту в таком же открытом виде, как мы уже знаем. Постепенный ход, еще ступенька, возвращение, целая кварта вниз, ступенька вверх, две ступеньки вниз, 3. Повторяем. Тембр в минусовке изменился. Он также будет меняться и в настоящей фонограмме. Но вы-то уже знаете мотивчик. И теперь все то же самое, но в 2 раза быстрее. И повторение последней фразочки. Которую можно чуть-чуть украсить. Или не делать этого, если пока сложно. Попробуем все эти знания применить в настоящей пьесе. Настройка в открытом положении, не забывайте. Повторяется вся эта часть.
тот же материал в 2 раза быстрее. Последняя фраза на повтор. И небольшое украшение, если захотите. Ура! Что ж, ну, мне самой нравится эта пьеса, надеюсь, вам тоже. А через неделю будет тоже прикольная пьеса. Займемся, наконец-то, поподробнее левой рукой. Чтобы не потерять наши занятия, подписывайтесь на канал, настраивайте колокольчик, ну, поставьте лайк, вам не сложно, а мне приятно. И не забывайте, что все необходимые для хороших занятий минусовки лежат на портале Bandcamp. Ссылочка внизу под видео. Пока!